Есть болезнь, которую многие игнорируют, при этом она очень распространена. Например, среди моих пациентов старше 30 лет 7 из 10 страдают этим заболеванием. Я перечислю все проблемы, вызванные этой болезнью, прежде чем назвать ее. Гипертония, головная боль, чувство сдавливания в ушах, учащенное сердцебиение, тревожное расстройство, панические атаки, боль в шее, онемение пальцев на руках, расстреливающие боли от затылка через висок до лба, боль и скованность между лопаток, боль поясницы, снижение либидо, слабость в ногах или боль то в одной, то в другой ноге. Невозможно выбрать нормальную подушку. Частое мочеиспускание перед сном. Тяжело переносится статическая нагрузка, то есть когда мы сидим или стоим в разных частях позвоночника, все время какое-то ощущение дискомфорта и что-то мешает, хочется все время куда-то покрутить или потянуть. Возможно, вы уже угадали, это остеохондроз. Остеохондроз – это устаревший термин. В настоящее время в понятие этого термина входят протрузии, экструзии, грыжи межпозвоночных дисков, воспалительные изменения в суставах и воспаление спинномозговых корешков. Что такое остеохондроз? Остеохондроз – это дегенеративные и дистрофические изменения в хрящевой и костной ткани позвоночника. С точки зрения тибетской медицины, из-за лишнего веса, малоподвижного образа жизни, статической нагрузки, постоянного и хронического стресса происходит напряжение мышц и связок, идущих вдоль позвоночника. Эти мышцы связки идут вдоль позвоночника и образуют как бы футляр для позвоночника, в результате чего происходят дегенеративные дистрофические изменения самих тканей позвонков, межпозвоночных дисков, что ведет к нарушению питания, нет притока новой крови, строительного материала, из-за этого новые клетки не образуются. Все это ведет как бы к старению позвоночника, происходит изменение в позвоночном столбе. Все эти изменения плюс напряжение этих мышц приводит к напряжению самих позвонков. Все это сдавливает сосуды, идущие вдоль позвоночника, в первую очередь позвоночные артерии. Позвоночные артерии идут вдоль позвоночника и питают головной мозг. Ближе всего к позвоночнику находится базальный отдел головного мозга, в котором находится продолговатый мозг. В продолговатом мозге находится ромбовидная ямка. Ромбовидная ямка – это дно четвертого желудочка, в котором заложены ядра 4 черепно-мозговых нервов: языкоглоточного нерва, блуждающего нерва, добавочного нерва и подъязычного нерва. Именно при сдавливании языкоглоточного нерва при остеохондрозе шейного отдела бывает боль в области кадыка. И многие люди начинают думать, что у них появилось заболевание щитовидной железы или танзелит и так далее, и начинает искать в этой области проблемы. А на самом деле проблема находится в шейном отделе позвоночника. Позвоночная артерия, попадая в полость черепа, образует базилярную артерию. Базилярная артерия питает продолговатый мозг, ромбовидную ямку и так далее. В результате всего того, что я рассказал, происходит сдавливание позвоночных артерий. Значит, нарушается доставка кислорода в головной мозг. А головной мозг очень чутко контролирует количество кислорода и посылает сразу сигнал сердцу через блуждающий нерв для того, чтобы сердце начало больше качать кислород, чтобы больше питать головной мозг. Сердце, конечно, подчиняется центрам вышестоящим и сразу начинает качать, но есть нарушения в тканях, которые сдавливают позвоночную артерию, об этом организм наш не знает. Приходится все время держать высокое давление, чтобы все время питать и обеспечивать кислородом головной мозг. И вот это явление приводит к гипертонии. И люди начинают лечить гипертоническую болезнь гипотензивными таблетками. Но при этом причина остается. Люди пьют таблетки, снижающие давление. Через какое-то время остеохондроз – это заболевание, которое развивается постепенно, годами, десятилетиями. Состояние становится все хуже, хуже. Вот поэтому очень важно знать причины заболевания и важно начать лечение правильно. Для того, чтобы начать лечение правильно, нужно поставить диагноз правильный. Почему возникает головная боль при остеохондрозе? При шейном остеохондрозе у нас есть такой позвонок,
первый шейный позвонок. Его называют атлантом. Этот позвонок, он анатомически отличается от других позвонков. Это как бы такое костное кольцо. Я его всегда сравниваю с гайкой между болтом и шурупом. То есть этот позвонок соединяет позвоночный столб с черепом. И при шейном остеохондрозе возникает хроническое смещение этого позвонка, атланта. Любое смещение атланта приводит к головной боли и к тревожным расстройствам, может привести к паническим даже атакам, потому что смещение этого позвонка сдавливает многие центры и сердца, и дыхания, всего нашего и сосудистого регулирования организма. Это очень важный момент. И опять же, многие люди не могут найти причины головных болей. И посмотрите в эту сторону. Только коррекция положения первого шейного позвонка убирает головную боль в этом случае. По такой схеме можно объяснить многие нарушения функции организма. Так как наш позвоночник выполняет опорную функцию, природой так заложено, что все наши крупные сосуды, нервы проходят вдоль позвоночника и образуют корешки, которые находятся между позвоночниками, которые могут сдавливаться. И если у нас возникают проблемы с позвоночником, и эти проблемы начинают влиять на корешки и на нервы, которые иннервируют, или на сосуды, которые питают внутренние органы, конечно, начинается проблема в этом органе или в этой зоне. Поэтому очень важно иметь здоровый позвоночник. Как мой дедушка говорил, здоровье позвоночника зависит от самого человека. Ни один доктор вам не вылечит позвоночник полностью. Остеохондроз не лечится только в кабинетах врача. Остеохондроз лечится только в личной вовлеченностью, усердием. И врач помогает только снять обострение. Дальше уже сам человек должен делать зарядку, гимнастику, вести активный образ жизни, заниматься спортом, чтобы все мышцы, связки, идущие вдоль позвоночника, были в рабочем состоянии, эластичными, гибкими и питались хорошо. Есть один простой метод проверки своего позвоночника. Это вы должны встать, нагнуться вперед и обеими ладонями достать до пола, разогнуться назад и увидеть плинтус сзади стоящей стены. Ни в коем случае не игнорируйте проблемы с позвоночником, так как стадии остеохондроза очень размыты. Начинается с легкого дискомфорта в позвоночнике, особенно в шее, где больше всего чувствительных окончаний, вплоть до вертебробазилярной недостаточности, вследствие чего может возникнуть и инсульт, инфаркт и так далее. Кто в зоне риска? По сути, я сейчас расскажу профиль моего пациента. Это житель мегаполиса, который питается разной фигней, который сидит 24 часа за компьютером, потому что ему 24 часов не хватает, чтобы сделать все свои дела, у которого нет времени на зарядку, на гимнастику, не говоря уже о спорте, который постоянно куда-то спешит, опаздывает, из-за этого постоянно испытывает стресс и напряжение, что ведет к нарушению питания его ткани и так далее. И все это в комплексе и плюс время какое-то приводит к остеохондрозу и к развитию остеохондроза. Те, кто смотрит мои видеоролики, они уже знают, что никогда не существует только одного фактора, который приводит к какому-то заболеванию. Здесь есть множество факторов, комплекс факторов, который приводит к данному заболеванию. Поэтому, если вы какие-то факторы уберете, вместо них введете положительные факторы, то есть зарядку, гимнастику, или начнете ходить на массаж, время от времени посещать остеопата, мануального терапевта, конечно, вы будете помогать здоровью своего позвоночника, и плюс еще вы будете чувствовать себя намного лучше и энергичнее. Профилактика остеохондроза. Первое и самое важное – это питание. Опять же, не набирать вес. Как-то я в одном ролике говорил про объем талии, увеличение объема талии. Я здесь хочу сказать, что увеличение объема талии – показатель внутреннего ожирения. Это стопроцентный показатель. Объем талии у мужчин должен быть 50% росту. Объем талии у женщин должен быть не более 48%. Измерьте себе талию. Второй.
Зарядка, гимнастика, двигательная активность, спорт. Если у вас нет времени бегать по часу, по 40 минут или ходить и так далее, вы можете просто ежедневно делать от 10 до 15 минут зарядку. Существуют разные виды гимнастики и зарядки. Все они направлены на то, чтобы улучшить гибкость позвоночника, улучшить, вытянуть и растянуть мышцы, идущие вдоль позвоночника. В ближайшем будущем я обязательно сделаю серию роликов с упражнениями, которые вы можете посмотреть. А сейчас вы можете в интернете найти любую зарядку. Многие люди очень хорошо, правильно показывают эти упражнения. И есть один лайфхак от моего дедушки. Мой дедушка прожил до 95 лет, и он не страдал остеохондрозом. Он спал на матрасе такой толщины, примерно сантиметр. Под матрасом просто была доска. Почему? Как это работает? Твое тело держит свою осанку, структуру, естественную структуру. Эти мышцы находятся в рабочем состоянии. Почему малоподвижный образ жизни приводит к остеохондрозу? Потому что атрофируются эти мышцы, да? Мы же прямоходящие люди, да? Мы прямо же мало ходим, мы сидим или лежим. Спать на жесткой поверхности – это, мне кажется, равносильно тому, что мы ходим. Но для мышц вдоль позвоночника. Спишься утром, и тебе все болит. Нет. Первое время, да. Да? От непривычки. Потом все. У него даже подушка была из гречневой шелухи, просто такой набитый квадрат такой, все. Лечение остеохондроза в клинике тибетской медицины. Как только приходит пациент в клинику тибетской медицины, ему делается пульсовая диагностика. При необходимости с остеохондрозом именно назначаются травяные сборы для того, чтобы убрать те симптомы, которые дает остеохондроз, например, гипертонию, головную боль, какие-то нарушения работы кишечника, ослабленная либидо и так далее. Далее отправляется пациент к остеопату, рефлекс-терапевту, которые работают с позвоночником. Рефлекс-терапевт работает с позвоночником, воздействуя на биологически активные точки, тем самым расслабляя мышцы. Как я уже сказал, остеохондроз – это заболевание глубинных структур нашего позвоночника. Простой массаж не может лечить остеохондроз. Массаж делается на поверхностной мышце. Массажист не сможет продавить глубокие мышцы. А вот рефлекс-терапевт, он сможет воздействовать на глубинные структуры, так как иглы имеют разной длины и вкалываются на разную глубину. И остеопат. Остеопатия – это холистическая практика, которая применяет 3 вида терапии. Это краниосакральная терапия, грубо говоря, соединяет работу головы и тела. Структуральная терапия, которая устанавливает все органы в правильном положении, месте. И висцеральная терапия. Вот висцеральная терапия – это работа с фасциями, со связками. И очень важно здесь вот эти футляры. Все наши органы, все мышцы, все сосуды, все находятся в таком соединительно тканном футляре. И вот этот футляр, он тоже имеет свойство зажиматься, напрягаться. И нужно их все время растягивать. Иногда так бывает, что мышца-то готова растянуться, но этот футляр его не дает мышце растянуться на всю длину своих волокон. Вот такое комплексное лечение проходит у нас больные с остеохондрозом. Если вы будете выполнять те меры по профилактике остеохондроза, которые я уже сказал, это, конечно, будет хорошо, это будет лучше, чем ничего. Но в какой-то момент вы упретесь и не сможете продвинуться дальше. Или вы не сможете устранить те симптомы, которые дает остеохондроз. Здесь, как я уже сказал, обязательно нужно воздействие врача, доктора, рефлекс-терапевта или остеопата. Поэтому, если вы страдаете остеохондрозом, я оставлю ссылку в описании. Зайдите и запишитесь на консультацию. Будьте здоровы!